Всем Привет! Это шестое бонусное видео из нашей серии о нашем круизе по Норвегии. Возможно, вы уже видели наше прошлое видео о корабле Аида Дива и о 4 городах Норвегии. А в этом видео мы хотим рассказать другую сторону, финансовую сторону данного круиза. Сколько мы потратили на сам круиз и на сопутствующие какие-то услуги. В общем, все то, что мы хотели бы знать до того, как отправиться в круиз. Если вы планируете круиз, особенно свой первый круиз, это видео будет для вас полезным. Обязательно досмотрите его до конца. Да, если у вас есть что-то добавить, пишите обязательно в комментариях. Это будет полезно не только нам, но и другим зрителям, которые будут искать какую-то интересную информацию о круизах. Или вопросы, какие появились. Ваш вопрос также обязательно задать. Прям в спину. Первый вопрос. Какой мы круиз выбрали и почему? Выбрали мы круиз в Норвегию на корабле Аида Дива. А почему? Ну, во-первых, мы никогда не были в Норвегии, и было очень интересно побывать в этой стране. Забегая вперед, скажу, что мы ничуть не пожалели, Норвегия действительно интересна. И на самом деле нам не хватило даже времени увидеть всю красоту этой страны. Также немаловажный пункт – это бюджет. Это был один из самых дешевых круизов на то время, когда мы рассматривали. Нужно уточнить, что это был не сезон каникул по Германии. Как и везде, все туристические услуги, круизы вырастают в цене, когда у детей начинаются каникулы. Так как большинство родителей не оставляют детей одних дома и путешествуют с детьми, в сезон каникул, естественно, все цены растут. Это время, конец апреля, начало мая. В Германии нет каникул у детей, но они есть в Нидерландах. Поэтому в Нидерландах все цены вырастают, в Германии остаются на более-менее премиум уровне. И тот круиз, который мы нашли, он был достаточно интересен в плане бюджета. Если называть цифры, то именно сам круиз обошелся нам в 1800 евро. Это 600 евро на человека за неделю круиза. Было включено питание и внутренняя каюта. Наша каюта не имела окон, но в каюте было все необходимое. Как в обычном гостиничном номере. При желании можно было сдвинуть кровати нижние, чтобы получить одну, как двухспальную. Как это в обычных номерах часто делают, сдвинутые кровати, и это двухспальная. Так и здесь можно было поступить, но нам было бы неудобно наверх лазить тогда. Каюты с окнами стоили дорого. По-моему, самая простая каюта с окнами стоила на 200 евро больше. Но опять же такой момент, что некоторые каюты с окнами, они выходили не на море, они выходили на палубу. И фактически они даже могли не видеть море. То есть вы видели людей, которые ходили по палубе. Либо в стену. Но это на 5-й палубе. На 4-й окна выходили на воду. Они ниже, получается, чем палуба. Как для первого круиза, я думаю, наша каюта нас полностью устраивала, потому что нам было что делать на самом корабле. В самой каюте мы приходили спать, много спать, отдыхать. Именно в плане, чтобы сидеть, смотреть в окно. Возможно, это было бы интересно, но нет необходимости. Если вы хотите сэкономить, абсолютно нет никакой необходимости брать круиз с окнами. Если ваш бюджет позволяет, да, наверное, это интереснее, и вы будете понимать, когда начался день. Так у вас в каюте постоянно включен свет, и вы не понимаете, сейчас день, ночь, у вас всегда... С другой стороны, каюты без окон, они идут в центре корабля, и там меньше качает. А так как меня очень сильно вообще во всем транспорте укачивает, я не хотела смотреть в окно и видеть воду. Поэтому мы расскажем подробнее. Да, но когда мы выбирали, это тоже было то, что я не хочу видеть воду в окно. Но уже хочу. Уже в следующий можно подумать о окошке или балконе. А суммируя данную часть, на мой взгляд, 600 евро на неделю на человека – это достаточно приемлемая цена. Потому что вам не нужно передвигаться, вас возят в каждый город, у вас есть где спать, вы постоянно возвращаетесь к гостинице, вас кормят. Кормят очень хорошо. И вы не устаете в дороге, если вам нужно когда самим перемещаться от города к городу.
И с ценами на гостиницу, если вы посмотрите сейчас в Европе, а особенно в Норвегии, за меньше 100 евро вы нормальную гостиницу не снимете. Цены на гостиницы в Европе сейчас тоже очень высокие, поэтому, на мой взгляд, данная цена была неплоха. Очень важный вопрос питания. Что можно сказать? На корабле было 2 ресторана по принципу шведского стола. В них было фактически все. Блюда все были размечены по составу. Если вы, допустим, что-то не едите, вы могли понять, что вы это не едите, и не брать. Было много фруктов, овощи, мясо, рыба, креветки. Детское питание. Отдельные были холодильники с детским питанием для маленьких детей, то есть для бэйбиков совсем. Ну или те, кто прикормом уже питается. Да, фактически в этих ресторанах шведского стола вы всегда могли поесть, очень хорошо поесть, попить. И даже если вы будете ходить только в эти рестораны, с едой вообще никаких проблем не будет. Потому что наедались мы всегда отменно. Еда действительно вкусная, и она меняется. То есть каждый день было что-то новое. Помимо этого были другие рестораны, также включенные в стоимость. Допустим, мы ходили есть пиццу. Также есть суши-рестораны, тоже включенная в стоимость. Есть какие-то французские рестораны, тоже включенные. Барбекю были рестораны тоже. Да. Или нет? Не барбекю это или гриль? Что это? Барбекю. Барбекю рестораны, да. Да, помимо этого были несколько ресторанов а-ля карт, которые берут плату за все блюда. Но стоит уточнить, что отдельные пункты меню везде были платные. Допустим, за любой алкоголь вы должны были доплачивать, если вы не взяли карту, которая покрывает все эти расходы. Допустим, вы могли взять карту All Inclusive, и тогда бы тоже весь алкоголь был включен. Так как мы не пьем, мы это не брали, и проблем не было. Но, допустим, в ресторане с пиццей все пиццы бесплатные, но если вы хотите взять воду, то даже обычный стакан воды для вас будет платным. И это нужно учитывать. И немало это будет стоить, наверное, 5 евро, да? Нет? Сейчас точно не помню, но это не Надо дешево. посмотреть. То есть вы можете спуститься на этаж ниже, пить сок, воду сколько угодно, бесплатно, но сидя вот в этом ресторане с пиццей, вы должны платить за каждый стакан. Да, на корабле у вас один документ, ваша карточка, которую вам выдают при посадке. И этой карточкой вы оплачиваете и идентифицируете себя везде. То есть, если вам нужно оплатить в кафе, вы положите карточку, вы оплачиваете. Если вам нужно купить что-то в магазине, вы также используете эту карточку. На корабле вы не используете наличные деньги, вы не используете банковские карточки, только эту карточку, корабельный документ. Так что если вы рассчитываете на какую-то сумму, нужно быть внимательным, потому что можно потратить намного-намного больше, потому что вы не видите, сколько вы тратите. Но это не совсем так, потому что в мобильном приложении все В эти мобильном траты приложении, но ты же, когда идешь куда-то, ты не особо контролируешь, считаешь каждую. Ты просто пошел, поел там, как бы, и ты не всегда можешь это сообразить сразу же, включено это или не включено. Если в шведском ресторане там даже пиво было, которое бесплатное, то ты пришел в другой ресторан, за него уже надо платить. В плане питания, я думаю, все согласятся, что на круизе каждый найдет себе что-то вкусное и интересное. И с питанием ни у кого не возникнут проблемы. И для детей, и для взрослых куча сладостей, куча обычной еды, куча здоровой еды. Каждый найдет себе что-то по вкусу. Плюс, что у этих шведских ресторанов у них немножко не совпадает время. То есть один открывается раньше, второй чуть попозже, и закрываются тоже они по-разному. А шведские рестораны намного лучше, если вы путешествуете с детьми. Потому что, во-первых, это не нужно ждать. Во-вторых, можно набрать всего по чуть-чуть и хоть что-то, да, поесть. А не то, что заказывать и слышать полчаса нытье, пока приготовится даже пицца. Потому что у нас Софья не оценила ресторан, пиццерию, потому что нужно было сидеть и ждать. И так вот, гуляя по кораблю, детей в таких ресторанах особо не было. Зато там, где шведский стол, там было много детей. Потому что там очень большой выбор блюд. Именно вот можно набирать все, что ты хочешь, а не заказывать конкретное блюдо и ждать. То есть тебе нравится это, возьми там себе... То есть сам себе можешь салат сделать, сам себе можешь либо готовое блюдо, либо самому набрать все, что ты хочешь, и получится у тебя... Что не входило в круиз?
И из того, чем мы пользовались, это, конечно, интернет. Интернет на корабле платный. Мы не брали какие-то премиум-пакеты. Мы взяли самый минимальный пакет для пользования чатом на корабле. Но по факту это бесполезная опция. Потому что я думал, это будет работать как чат в любом мессенджере. Когда вы пишете что-то, получается оповещение, но нет. Чтобы что-то прочесть, вам нужно обязательно зайти в приложение. И смысл немного теряется. Плюс, когда выходишь на палубу, если ловит интернет, который обычный мобильный, то как бы тебя выбрасывает, ты все равно не получаешь сообщения с чата, даже если тебе что-то написать. Ты получишь, вот если тебе в это время кто-то из каюты, например, написал, то ты получишь его, когда ты вернешься в каюту. И везде в портах, естественно, мобильный интернет ловил, и можно было пользоваться. Поэтому в плане брать интернет с корабля смысла нет. И еще в первые, по-моему, или первые сутки, или первые 2 суток можно взять на 2 часа, по-моему, бесплатно попробовать интернет. То есть, если вам нужно срочно что-то сделать, это тоже такая опция интересная. И в этот день как раз не ловит мобильный интернет. Первый день не ловит мобильный интернет, потому что ты отплываешь от Германии, но еще не доплыл до Норвегии, и интернета нет мобильного. А также, естественно, в стоимость не входят все экскурсии. И экскурсии не дешевые. Мы брали одну экскурсию самостоятельно на велосипедах и одну автобусную экскурсию. На велосипедах за один велосипед аренду оплата была 35 евро на человека. Естественно, на 3, умножайте на 3. Но мы в городе смотрели, было дороже, который в порту. Рядом с портом, в другом городе мы смотрели, там было дороже. Ну, возможно. То есть, да, возможно, если где-то искать, это будет еще дороже. Автобусная экскурсия была 40, по-моему, 45 на взрослого и 40 евро на ребенка. Экскурсия на водопад и в природный центр. Тоже недешево, и было очень мало времени. То есть экскурсия очень ограничивает вас по времени. С другой стороны, у вас ограничено время, и сами найти там экскурсию, которые, может, будут, может, не быть в этот день, тоже вы... Я не жалею, что мы посетили эту экскурсию. Нет, я тоже не жалею, но, допустим, если бы... Больше времени там было. Да, если бы на самом деле я был более опытный, я понимал, как круизы построены, я бы в этом порту взял бы машину на прокат. Машина на если прокат была бы дешевле, чем экскурсия на 3, и мы бы спокойно посетили все то же самое. Плюс, если бы было бы интереснее, если бы, например, язык был бы английский, а не немецкий, потому что в автобусе было в сопровождении, рассказывали легенду о троллях, еще о чем-то, но на немецком. А мы немецкий не знаю. Да, но это был немецкий тур, поэтому да, естественно, все на немецком. Хорошо, что весь персонал на корабле разговаривает на английском, и, в принципе, в коммуникации проблем не было. Но всякие экскурсии, шоу, представления, они все на немецком, и вы ограничены. Софи было чуть-чуть попроще, потому что она немецкий понимает, может, не полностью, но основное, что надо донести, она понимает. Если что, она главное переводить. Но опять же, если что-то написано, теперь во всех телефонах есть переводчики, и здесь тоже проблем нет. Навели, перевели, прочитали. До корабля вам необходимо как-то добраться. Мы добирались на машине. От нас до порта чуть больше 600 километров. И за дорогу на электричество мы заплатили 75 евро. И еще за стоянку, за неделю стоянки мы заплатили около 70 евро. В порту есть несколько вариантов стоянок. Очень много. Если где-то подальше от порта, вас могут снабдить трансфером, вас довезут до порта. Если поближе, вы можете дойти. Есть варианты как крытые, так и закрытые. Мы выбрали крытую парковку недалеко от корабля. Без трансфера мы дошли пешком. Это была не проблема. Идти было минут, наверное, 15. И то с учетом, 17. что перехода пешеходного просто рядом не было, а так это был прямо напротив. Да, мы делали большой круг. Я думаю, покажу на карте, как мы пошли. Так это, если бы можно было пройти прямиком, совсем рядом. И по стоимости данный крытый паркинг был даже дешевле, чем если мы брали бы открытый с трансфером. Паркинг мне понравился. Он в достаточно хорошем месте. Прогуляться, погода была тоже отличная была погода.
Поэтому прошлись до корабля вовремя, без опозданий. Да, чемоданы на колесах вообще не проблема. За неделю, наверное, до круиза мы получили сообщение о том, что если вы используете немецкую железную дорогу, э, то никаких форс-мажоров быть не может. Они нет веры. В плане, если вы опоздаете из-за немецкой железной дороги, это ваша проблема. Да. Вам никаких возмещений не будет, вас предупредили. Так как, наверное, многие уже слышали, что с немецкой железной дороги бывают разные проблемы. У них то забастовки, то какие-то опоздания, то еще что-то. По поводу экскурсий. В Эйтфьорде мы брали автобусную экскурсию. И сама экскурсия была достаточно интересной и была интересно организована, но, на мой взгляд, были проблемы с таймингами. Потому что мы посещали один из самых красивых водопадов Норвегии, и на него нам дали всего лишь 20 минут. И чтобы вы понимали, 20 минут – это фактически дойти до интересных мест таким не очень быстрым шагом. И мы в целом ходим достаточно быстро. С нами были люди в возрасте, и они не смогли пройти даже 1/3 маршрута, потому что они просто не могли быстро ходить. Мы же посмотрели, пусть на расстоянии, но все, но хотелось бы пройти весь маршрут. Ну, ими пройти мы прошли, наверное, 20%. Там очень много различных площадок для обзора, каких-то мостиков. Чтобы с разных ракурсов посмотреть на... Ну, там несколько водопадов, но вот и можно было каждый водопад посмотреть с разных ракурсов. Этого нам не удалось сделать. Да, и хотелось бы еще постоять, именно полюбоваться, возможно, снять какое-то видео, самим сфотографироваться. На это времени абсолютно не хватило. Потому что 20 минут — это добежать, сделать фотографию, прибежать обратно. После этого мы поехали в музей. Музей, опять же, интересный. И после музея нам дали фактически на около часа на сувенирный магазин. И Ну смотри, в музее мы посмотрели фильм, а потом походили по музею. То есть кто-то прошел быстрее, у тех еще больше времени на сувенирный. на мой взгляд, сувенирный можно было вообще пропустить и все это время потратить на осмотр водопада. Потому что он намного интереснее. Прям красивое, интересное место, в которое хочется вернуться и посмотреть его детальнее. В первом норвежском городе мы брали велосипеды на прокат. Брали велосипеды от Аида, и это достаточно удобно. Вы исходите с корабля, и ваши велосипеды вам уже подготавливают, вы их берете и катаетесь. Еще интересный момент, что перед поездкой на велосипедах вечером вам нужно прийти и получить шлема обязательно. Да, можно рюкзак, бутылку еще брать. Да, рюкзак и бутылку мы не брали, потому что у нас рюкзаки свои гораздо лучше, комфортнее, чем их. Плюс отдельно приглашали посетить как урок езды на велосипедах. Да, чтобы объяснили, как кататься. В Турине, возможно, надо было посетить, потому что она привыкла ездить на велосипеде с планетарной втулкой для переключения передач. А эти велосипеды с обычной передачей со звездочками. И они ощущаются по-разному, когда переключаешь. И первое время нужно было время на адаптацию. Нужно было время на адаптацию, привыкнуть к тому, что тормоза ручные. Ну, на велосипеде по Норвегии покататься – это интересный опыт, потому что виды природы очень красивые. Именно в первом городе, если бы мы не брали велосипеды, наверное, было бы скучновато. Потому что сам город, он не впечатлил. Хаугесунг, его окрестности достаточно интересные. Но именно в самом городе особо не было что делать. Выглядит вообще как любой стандартный современный город. Ничего особенного. В окрестностях, да, природа красивая, нам было интересно походить, полазить по прибрежным скалам, половить огромных креветок. А второй город, Эйтфьорд, как я уже говорил, окрестности еще более красивые. Водопад просто шикарный, не хватило времени. Это, конечно, большая проблема. Также после того, как мы вернулись на корабль и оставили Софию, мы с еще поднялись наверх и смотрели окрестности. И тоже пока мы шли, мы видели отдельные дорожки для туристов, кто любит именно полазить по горам. А там именно не такие не протоптанные дорожки, а по камням. Обозначены просто, где вы можете идти по камням. Это достаточно интересно. Если бы у нас было больше времени, мы бы обязательно поднялись в такое место. Виктори,
опять же, нам очень понравилось. В этой деревне много старинных церквей, они выглядят тоже очень интересно. Сама деревня такая атмосферная. Поднявшись наверх, тоже открываются такие потрясающие виды. Такая панорама на залив, корабль. И Берген, второй по величине город Норвегии, нам тоже понравился. Нам он не показался каким-то очень шумным. То есть приятный для прогулок город. Что расстроило, это то, что таможня украла 2 часа времени, и мы не успели то, что планировали. Сувениры в Норвегии в целом достаточно дорогие. Но В первом городе были, наверное, дешевле всего. да, в каждом городе они, в принципе, все дороже и дороже. Посмотри, на мне шмелек. Будем со шмельком. И на тебя еще какой-то этот сидит. Да, дальше с каждым городом сувениры были все дороже и дороже. В Бергене они были дороже всего. Но мы купили 2 сувенира. Соня выбрал себе в магазине статуэтку красивого маленького тролля. Достаточно такого интересного, веселенького. Ирине купили серебряные сережки с Дракары. викингскими дракарами. Да, очень симпатичные, ей они очень идут. Мне купили больше всего. Мне купили хорошее настроение, сохранение бюджета, все как я люблю. А я ничего не буду. Я экономить буду. А в целом можно сказать, что сувениры во всех городах были плюс-минус одинаковые. То есть можно было в первом городе покупать, при желании сувениры они были бы дешевле всего. Теперь, наверное, один из таких самых важных вопросов. Укачивает ли на корабле? Меня в целом не укачивает, поэтому для меня эта проблема не стояла. Но Ирину укачивает везде. И мы боялись, что ее будет укачивать. И можем послушать от первоисточника, как ей было комфортно находиться на корабле. Я предварительно закупилась 2 видами таблеток от укачивания, плюс купила пластыри от укачивания, но абсолютно не укачивала. Да, первый и день, когда мы отплывали от Норвегии, качала корабль. Качала, наверное, довольно-таки сильно. И были очень странные ощущения, потому как мозг понимает, что что-то происходит, но очень интересно, что абсолютно не укачивало. На корабле предлагают таблетки. Если нужно, то вам принесут таблетки от укачивания, но меня абсолютно не укачивало. Ни на корабле, несмотря на качку, ни на тендерах, ни на тендерах, ни на самом корабле меня абсолютно не укачивало. Что очень-очень приятно. Вообще такие большие корабли не так сильно качают, потому что они все-таки огромные. Плюс у нас какое-то было внутреннее на нижней палубе. Ее тоже не сильно качает. Качание было, но оно не укачивало, оно убаюкивало. Да. Особенно первое время с непривычки хотелось спать. Ты ложишься, это покачивание, такая атмосфера в каюте приглушенная, и все, ты проваливаешься. Так что в плане укачки, я думаю, сильно можете не волноваться. Но вот мы когда шли в ресторан, это вот был или первый, и вот в последний день, когда мы отплывали от Норвегии, то море было не видно, и я не понимала, что происходит, потому что как будто пол приближается, но ощущения укачивания нет. Да, вы сидите, вилки шатаются, звенят на столах. Да, это уже в ресторане. И в ресторане хорошо заметно, и вот мне в какой-то момент я взялась за голову, потому что я не понимаю, у меня вроде что-то происходит, но абсолютно не укачивает. И мне тут же официант предложил таблетку от укачивания, но мне она была не нужна, потому что меня не укачивало. Просто были странные ощущения. А когда корабль заходит именно в сами фьорды, качек вообще нет. Там нет такого большого ветра, волны небольшие, корабль огромный и вообще не качает. Только перед фьордами. Когда корабль заходит или выходит, там качает ощутимо, но снова морской болезни не укачивает. То есть Ирина, как показатель, ее укачивает везде, в машинах, в поездах, в автобусах. Здесь, в Нидерландах, мы тоже ездили на корабле небольшом, и ее укачивало. Именно здесь, на большом круизном лайнере, никакого укачивания абсолютно не было. Что, несомненно, плюс. Да, Насчет того, кому круизы могут подойти. И есть ли какая-то проблема в путешествии с детьми?
На мой взгляд, круизы могут подойти абсолютно всем, потому что они покрывают потребности очень большой части населения. Было много людей, именно с маленькими детьми, совсем бэбиками. И для них это тоже неплохой вариант, потому что не нужно думать о питании. В каютах достаточно тихо, хорошая шумоизоляция. Детям постарше тоже есть чем заняться. Есть какие-то детские клубы, за ними могут присмотреть. Было, естественно, много тоже пенсионеров, которые приехали на корабль просто отдохнуть, выпить. Такие люди, как мы, тоже были. То есть разброс в плане возраста огромный. Потому что вы можете найти себе внутри корабля много всего, куча разных мероприятий, развлечений, ресторанов, то есть все, что вам нужно. Опять же, когда корабль приплывает в порт, вы находите то, что интересно вам. То есть если вам интересно походить по экскурсиям, без проблем. Хотите куда-то сплавать, тоже без проблем. Были возможности полетать на гидроплане, тоже, если вы хотите чего-то более экстремального. Экскурсии в горы, да. Хотите делать что-то самостоятельно, вас никто не лимитирует. У вас есть время только, когда вы Прибытие, выходите с отбытие. корабля, да, и время, когда вы уходите с корабля. Вы все. В остальное время вы свободны делать все, что угодно. Когда вы покидаете корабль, вы используете карточку, которую вы оплачиваете. У вас есть единственная карточка, которой вы все оплачиваете на корабле, это ваш документ, и по нему вы выходите с корабля и заходите на корабль. Мы допустим, полдня мы ходили вместе с Софьей, потом она уставала, и мы ее отводили на корабль, и она оставалась на корабле, а мы шли снова. Ребенка одного с корабля никто не выпустит, потому что когда вы выходите, каждый раз, когда вы выходите и заходите на корабль, вы должны отметить на выходе этой карточкой, и как только пропикивает свою карточку ребенок, то вас останавливают и спрашивают, кто сопровождающий ребенка, и этого ребенка привязывают к вам. То есть они отмечают у себя на компьютере, что он вышел с таким-то человеком. Ну, то есть, соответственно, с чужим человеком никто не выпустит, они просто видят, что у вас одинаковая фамилия, данные, то есть одна каюта, и они сразу все это видят, у них отмечается полностью все, что есть на вас, и они привязывают ребенка к взрослому. Но в целом, если вести себя нормально, корабль достаточно безопасное место получается. Детям всегда есть что поесть. Опять же, для детей делают отдельные развлечения, если им это интересно. У нас уже подросток, нам больше развлечений. О, я пойду поищу интернет. Да, у нас было условие, что она не выходит на открытые палубы. По кораблю она может перемещаться самостоятельно, но не выходить на открытую палубу. Потому что на 5-й палубе бортики... Не было бортиков таких, как... Не были? Нет, они были, но они не были... Если на верхних палубах высокие стеклянные борты, то... То есть на 5-й палубе при желании можно было перелезть. Да. Поэтому прям туда мы тяжело. ей... Случайно не вывалишься. Но если постараться, на них залезть можно было. Но у нас было условие, что она не выходит на палубу. По кораблю перемещайся, пожалуйста. На палубу не выходите. Это минусы, и кому подобные круизы вообще не подойдут. Наверное, основной минус, что вы очень ограничены во времени. Вы приходите в порт и уходите с порта точно по расписанию корабля. Если вы опоздаете, вас ждать никто не будет. И поэтому вы очень ограничены во времени. Те же экскурсии, они тоже ограничены по времени, и вы не можете сказать еще 5 минут, я хочу здесь побыть. Нет, вы строго лимитированы. И если вы любите города изучать именно детально, глубоко, не спеша, вам это не подойдет. Потому что на круизе вы можете посмотреть много разных мест, но понемногу. Вы побывали в одном городе, быстро это все осмотрели, ушли на корабль, ночь поспали, следующий день новый город. Вот в таком вот темпе. То есть вы можете это все осмотреть и понять, интересно вам это для глубокого изучения где-то позже, чтобы, возможно, вернулись. Да, было немного, но люди, которые с ходунками и даже на инвалидных креслах, плюс люди с колясками, и на корабле были лифты, и сложностей у них никаких не возникало. Даже тогда, когда были экскурсии
не экскурсии, даже тогда, когда когда корабль не приходил в порт, а людей перевозили на спасательных шлюпках, то сотрудники помогали людям с колясками погрузиться на эти шлюпки. Поэтому даже если у вас ребенок в коляске, либо просто кто-то вы сами родственник плохо ходит, то это вам никак не помешает. А в плане доступности это подойдет всем. То есть команда корабля очень хорошо работает. То есть любые ваши просьбы постараются выполнить, вам всегда помогут. В плане этого все было идеально. Наверное, первое время, когда корабль убаюкивал, такая немного ленивость развивается, потому что вам постоянно хочется спать. Поели, поспали, поели, а в первый день все равно особо делать... Не, ну концерт был, конечно. Ну, мы еще первый день, получается, мы еще плыли в море, поэтому нельзя было стоять в порт, и поэтому было достаточно лениво. Но мы старались не пользоваться лифтом до того, как мы находим 16 тысяч шагов в день. Мы бегали по лестнице. Потому что если еще и на лифтах кататься, то это совсем уже лениво будет. Вот вообще постоянно спать хотеться. Также мы сходили в тренажерный зал, чтобы немножко развеяться. И Софья очень хотела побывать в тренажерном зале, походить на какой-то беговой дорожке. Также, наверное, можно отнести к минусам, если вам нужен интернет на корабле во время поездок, именно не когда вы в порту, когда вы плывете, то это будет достаточно дорого. Мы решили не брать пакеты, потому что зачем мы тоже хотели отдохнуть от интернета, от гаджетов. Но если вы их будете брать, то это стоит достаточно приличных денег. Да еще из минусов мы забыли держатели для корабельных карточек дома. Мы купили красивые держатели, заказали их с Китая, по-моему, по 1,5 евро за каждый, и мы хотели брать их с собой. То есть это шнурок и чехольчик для карточки этой. Очень красивый чехол. Просто носить карточку отдельно на корабле неудобно, потому что есть шанс ее потерять, где-то забыть. Она открывает двери, она выпускает с корабля, она запускает на корабль. Это ваш документ. Вы оплачиваете во всех ресторанах, барах ею и во всех магазинах. Купали шнурки на корабле, они стоили по 5 евро, что достаточно дорого для просто шнурка, на который вы крепите свою карточку. Общая стоимость круиза. За неделю на круизе с посещением 4 городов Норвегии, оплаты стоянки машины, электричества, экскурсий, аренды велосипедов, фуникулера, покупки сувениров мы заплатили примерно 2400 евро. Это немало, но, мне кажется, это приемлемая сумма, если учитывать современные цены. Цены на гостиницы, цены на тот же бензин, на Плюс электричество. страну, смотря учитывая то, что это Норвегия, Норвегия дорогая страна, и продукты в продукты. Норвегии дорогие, гостиницы дорогие. Если ехать самостоятельно, лететь на самолете, мне кажется, это будет не дешевле. Мне кажется, это будет дороже. Опять же, вам не надо искать еду, вы едите сколько хотите, огромное разнообразие, это удобно. И это может подойти гораздо большему количеству людей, потому что с маленькими детьми гораздо тяжелее, допустим, ехать в ту же Норвегию просто на машине или на самолете. Вам нужно думать насчет очень многих вещей. Где переночевать, где найти еду для ребенка, где безопасно с ним, не знаю, посидеть, Поиграть, переодеть. Да, здесь для вас все это организуют. Опять же, вы не устаете при переездах. Когда вы спите, корабль едет. Вы просыпаетесь, вы находитесь в новом месте. И это тоже достаточно удобно и комфортно. То есть вы не устаете, ваша активность происходит только в местах прибытия в портах. Ну, естественно, на корабле. Если вам что-то нужно, на корабле вы круглосуточно можете что-то делать. Там фактически всегда что-то делать. Как минимум ночью вы можете встать, пойти на верхнюю палубу и любоваться звездами. Понравилось ли нам? Мне однозначно да. Мне круиз понравился. Активности на корабле и вне кораблей хватает. То есть я 9,5 из 10. То есть такой круизный отдых мне лично подошел. Я думаю, нет, мне тоже очень понравился. Наверное, в Норвегию я бы в следующий раз не на круизе, не знаю.
может быть, в какую-нибудь другую страну. Можно попробовать в Португалии, хотя в сторону Португалии, вот там, говорят, качает. Судя по отзывам других людей, что там укачивает сильно, потому что Норвегия как бы прикрыта немножечко, там не так сильно качает. Но я бы все равно попробовала куда-нибудь в другую, наверное, страну. А в Норвегию, возможно, на автодоме, например, попробовать. Ну да, Стоит. в Норвегию на круизе точно нет, потому что мы посмотрели страну, и мы понимаем, что мы хотим Для её увидеть краткой детально. обзорной Да. экскурсии, да, это отличный вариант. Но Так, если... самим съездить, да, было бы интересно именно на машине. Либо просто на своей машине, либо тот же автодом. Да, это надо будет подумать. Я думаю, мы обязательно съездим. Наверное, уже не в этом году. В этом году мы, думаю, съездим куда-нибудь, наверное, тоже в горы, но уже не в Норвегию. Возможно, в следующем году посетим тоже Норвегию. Страна понравилась, мне очень понравилась. Очень красивая природа. Опять же, отличные места для рыбалки. Если мы поедем сами на машине, либо на автодоме, я обязательно возьму спиннинг. Я куплю лицензию и будем ловить рыбу. Если мы будем на том же машине, автодоме, где-нибудь будут кемпинги, где можно будет и приготовить эту рыбу. Я думаю, это будет интересно. Как-то так. Опыт был очень интересный, нам понравилось. Можем смело от себя рекомендовать. Если вы не были на круизах, обязательно попробуйте. Я думаю, не пожалеете. А это были мы. Здесь и сейчас. Пока-пока. Пока-пока. Увидимся с вами. Надеюсь, совсем скоро.